Во время атаки Люка Скайуокера на Звезду Смерти, когда он собирался уничтожить эту огромную боевую станцию размером с Луну, имперцы запустили ее главное оружие – суперлазер, способный одним выстрелом разрушить целую планету. С его помощью Империя планировала раз и навсегда покончить с восстанием, нанеся сокрушительный удар по главной базе Альянса, располагавшейся на Явине-4. Приказ на запуск отдавался из командного центра станции. Далее он поступал на пост управления суперлазером, где команда наводчиков производила все необходимые расчеты и корректировки. Когда подготовка была завершена, оставался один человек, который должен был нажать на последний рычаг, после чего происходил выстрел. Этого человека звали Тин Грэнит. Он был лучшим канониром имперского флота и командиром боевого расчета, который осуществил все 3 боевых сеанса стрельбы из суперлазера Звезды Смерти, при этом уничтожив 2 населенные планеты. Однако именно он во время битвы при Явине задержал выстрел суперлазера ровно настолько, что Люк успел выпустить протонные торпеды, которые привели к взрыву боевой станции. И сегодня мы расскажем его историю. Тину Грэниту было далеко за 50, когда он оказался на Звезде Смерти. Он пошел служить во флот, когда тот еще не был имперским, и, прослужив там более 30 лет, надеялся, что закончит свою жизнь на боевом посту. Тин считал, что это прекрасно. На тот момент он имел звание главного старшины имперского флота и командовал артиллерийским расчетом на звездном разрушителе типа «Император». Вверенное ему подразделение было на хорошем счету и по праву считалось лучшим артиллерийским расчетом во всей империи. Если Грэнит и его команда получали цель, которую можно было поразить, они ее поражали. Когда прошел слух о строительстве огромной боевой станции «Звезда Смерти», Тин обратился к начальству с заявлением, что готов служить на ней. Неожиданно для него просьбу удовлетворили, и Тин вместе с частью расчета был переведен для обслуживания самого большого орудия в имперском флоте. Сказать, что он обрадовался новому назначению, это не сказать ничего. Лучший канонир галактики и самая большая пушка. Тин с энтузиазмом потер руки. Он не мог дождаться, когда положит их на панель управления нового орудия. По прибытию на боевую станцию он сразу направился к своему новому рабочему месту – центру управления суперлазером. Зайдя внутрь, он увидел стены, покрытые дисплеями счетчиков, мониторами давления, рычагами и прочим оборудованием. Предназначение многих из них Тин не знал, но это его не волновало. Ему не требовалось знать абсолютно все о том, как это работает. Ему нужно было просто с этим работать. Быстро ознакомившись со спецификациями, он сразу понял, что если все работает как надо, то согласно этой документации пушка Звезды Смерти будет способна разбивать целые планеты. Все это казалось невероятным. И именно тогда он впервые задумался об этой ужасающей мощи и о том, что однажды она может выйти из-под контроля. Тин удивился своим мыслям. Раньше он никогда не беспокоился о подобных вещах, причин не было. Но теперь он был словно спусковой крючок самого большого оружия в галактике. После прохождения симулятора, демонстрировавшего всю мощь суперлазера, сомнения Грэнита только возросли. В его голове прочно засела мысль о том, разумно ли одному человеку обладать такой силой. Но, будучи в то время полным сторонником Империи, Тин просто отмахнулся от своих первоначальных опасений, убедив себя, что Империя никогда не применит это супероружие против населенной планеты, и что его единственное предназначение – наводить страх на врагов нового порядка, разбросанных по всей огромной галактике.
Когда повстанцы узнали о существовании боевой станции, они отправили на ее уничтожение один из своих самых больших кораблей – переоборудованный барышник Торговой Федерации. Этот огромный круглый корабль, более 3 километров в диаметре, был в состоянии нести множество истребителей. Изначально барышники перевозили дроидов-стервятников, но повстанцы, разумеется, перешли на крестокрылы. Когда барышник приблизился к станции на расстояние 2000 километров, Грэнит и его команда канониров получили приказ на первое боевое применение суперлазера. Во время этой атаки главное оружие Звезды Смерти не было полностью готово к работе и могло стрелять лишь на очень ограниченной мощности. Несмотря на это, и 4% его заряда хватило, чтобы превратить корабль повстанцев в облако пыли. После атаки имперское командование решило перебазировать Звезду Смерти, но перед уходом из системы запланировало уничтожить тюремную планету Деспайр, на орбите которой и была построена Звезда Смерти. Таким образом, Таркин хотел решить сразу две задачи – испытать новое оружие, атаковав целую планету, и избавиться от рабов-строителей станции, которые должны были унести тайну Звезды Смерти с собой в вечность. Получив приказ на уничтожение населенной планеты, Тин был ошарашен, но в точности выполнил приказ. 3 выстрелами, каждый на треть мощности суперлазера, планета была уничтожена. Сложнее всего Грэниту дался первый выстрел, из-за понимания того, что своими действиями он убивает миллионы разумных существ. Альдераан же стал первой планетой, на которую суперлазер Звезды Смерти был использован на полную мощность. Тин секунду колебался, надеясь, что это какая-то проверка, но вся процедура была пройдена до конца. Он потянул за рычаг, и зеленый луч суперлазера разнес планету за один выстрел, при этом убив около 2 миллиардов человек. Не в силах осознать, что он только что сделал, Грэнит сломался. Никогда ему еще не было так тошно от своих действий. Он справедливо считал себя самым массовым серийным убийцей в истории галактики. После гибели Альдераана на него стали смотреть по-другому, так как среди жителей Звезды Смерти поползли слухи о том, что именно он спустил курок, уничтожив целую планету и всех ее обитателей. Грэнит быстро начал сомневаться в своей верности Империи, презирая тех, кто поставил его в такое положение, вынудив совершить столь жестокие поступки. Позже им овладел страх. Он боялся, что если Альянс выиграет войну, то он будет первым, кого они будут судить, и обязательно казнят за его преступления. Вскоре Звезда Смерти перебазировалась в систему Явин, и теперь Тину предстояло исполнить приказ об уничтожении спутника Явин-4, где находилась база Альянса повстанцев. В этот момент он понял, что больше не хочет этого делать, поскольку не знал, сможет ли жить дальше с осознанием такой чудовищной вины. Медленно он поднял руку, ставшую невероятно тяжелой. Положил на рычаг слегка дрожащую ладонь. Сейчас он молился о чуде, о чем угодно, что избавит его от необходимости взять на себя ответственность за новые смерти. Свободной рукой он активировал ком. «Приготовиться!» Скомандовал он, с трудом вникая в смысл своих слов и мечтая лишь оттянуть неизбежное. Его рука лежала на рычаге, но Грэнит никак не мог ее опустить. «Приготовиться!» Он повторил снова. Эти несколько секунд промедления, в течение которых Тин задерживал выстрел, дали Люку достаточно времени, чтобы выпустить протонные торпеды, взорвав Звезду Смерти и Тина Грэнита вместе с ней.
Сам того не подозревая, этот главный старшина имперского флота спас восстание, при этом случайно уничтожив некоторых из самых высокопоставленных и уважаемых офицеров во всей империи, включая самого Гранд-Моффа Таркина. И хотя его заслуги перед Альянсом так и остались в тайне, мы всегда будем помнить его как одного из ключевых и незаслуженно забытых героев вселенной Звездных войн. Понравилась история? Тогда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и напишите свой комментарий. Именно по вашей активности под видео мы поймем, что такие ролики вам интересны. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.